Всем привет! Мой новый видеоурок о том, как связать вот такую вот теплую шапку. Шапка с отворотом. Вяжется она английской резинкой, спицами. Вот такая вот получается объемная модная шапочка. Итак, для ее вязания нам с вами понадобится 2 мотка вот такой пряжи. У меня уже на канале есть обзор этой пряжи, но немножечко вам о ней расскажу. Эта пряжа новинка от компании Пряжа Центр. Называется она Нуга. Не зря здесь нарисован вот такой вот барашек. Пряжа имеет в составе мериносовую шерсть. Это толстый шнурочек, который на 62% состоит из мериносовой шерсти, на 19% из кашмелона и 19% полиакрила. 50 метров в моточке, вес 250 грамм. Номер спиц, рекомендуемый производителем, 10-15 миллиметров. Для этой шапочки нам понадобится почти 2 моточка вот таких. Мы с вами будем вязать спицами 12 миллиметров. Лучше всего для шапок брать спицы длиной 40-45 сантиметров. Если спицы будут у вас длиннее, ничего страшного в этом нет. Их нужно будет просто подтягивать в процессе вязания, но это тормозит процесс и не очень удобно. Также, если вы будете набирать петли крючком, то вам понадобится также крючок 12 миллиметров. Но можно обойтись без него, так как петли можно набирать на спицы обычным способом. Крючок потоньше, у меня 6 миллиметров, для того, чтобы прятать кончики. Также нужна будет игла. Можно взять обычную швейную иглу, но с широким ушком. Она нам будет нужна для того, чтобы соединить 2 нити между собой, когда у нас закончится один моточек. И также нужен будет маркер. И давайте мы еще поподробнее рассмотрим шапочку с вами. Если ее развернуть, она получается в длину примерно 34-35 сантиметров. Я вязала шапку на размер головы 54 сантиметра. Набирала для нее 29 петель. Рекомендую перед началом вязания все-таки связать образец, провести для него ВТО, постирать его, высушить и измерить свою плотность, так как плотность все-таки у всех разная. Ну, давайте начнем вязать. Итак, сейчас я вам покажу способ набора петель с помощью крючка. Он хорош тем, что вот в этом месте на краю у нас получится такая красивая косичка. Если вам нравится, как выглядит вот такой набор, то можете набирать с петли на спицы обычным способом. Петли будем набирать не плотно, свободно. Делаем первую петельку и начинаем отсчет. Набираем 29 воздушных петель. Набираем их свободно. Для этого узора, для английской резинки, нужно набирать четное количество петель плюс 1 петелька для соединения. Набрали 29 петель. Вот видите, как свободно я их набрала. Эту петельку немножечко вытягиваем последнюю, для того, чтобы она у нас не убежала. Теперь переворачиваем нашу косичку вот так вот обратной стороной к себе и видим вот эти вот перемычки. За эти перемычки мы и будем сейчас, под них будем вводить спицу. Берем спицу и от себя под перемычку нанизываем все петельки на спицу. Считаем, чтобы не ошибиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 петельку вот таким образом надеваем. Дальше нам нужно сомкнуть нашу косичку из воздушных петель. Вот посмотрите, какая здесь получается косичка. Нам нужно сомкнуть ее в круг. Проверьте обязательно, чтобы вот эта вот косичка у вас лежала с одной стороны внутри. Ни в коем случае, чтобы она не перекрутилась, иначе потом это уже исправить будет невозможно. Подтягиваем петельки вот сюда, вот к концам спиц. И сейчас будем смыкать их в круг. Правой спицей берем с левой спицы первую петлю. Дальше вторую петлю на правой спице подхватываем левой спицей. И первую петельку правой спицы пропускаем через вторую. Вот таким вот образом. Эту петельку спускаем с левой спицы. И теперь последнюю петлю с правой спицы, или первую, да, переносим снова на левую. Вот таким вот образом делаем соединение. И подтягиваем ниточки. Теперь можно вязать. Повторюсь, что вязать мы будем английской резинкой. Начинаем вязать первый ряд. Здесь нам уже нужен будет маркер. У меня маркер маленький, на спицу он немножечко не залезает, поэтому вместо него я буду использовать вот такую вот яркую резиночку. С ней мне вязать удобнее, чем с маркером. Возьмите на заметку. Итак, поставили маркер и начинаем вязать первый ряд. Для этого рабочую нить накидываем на левую спицу и правой спицей просто накид и первую петельку снимаем. Вот таким образом. Вторую петлю провязываем за переднюю стенку лицевой. Дальше снова накид на левую спицу и снимаем петлю. Накид располагайте за петлей. Вот таким вот образом. Следующую петельку провязываем лицевой. Дальше накид, снимаем. Старайтесь вязать не очень плотно, для того, чтобы шапка была воздушная, мягкая. Иначе она у вас получится очень тяжелая. Так, провязали с накидом. Теперь лицевая за переднюю стенку. Снова накид и снимаем петлю. Лицевая. Лицевая за переднюю стенку. Первый ряд вяжется пока сложновато. Петельки тугие. Немножечко помогайте себе руками. Вот так вот их продвигайте поближе к концам спиц. И лицевая. Снова накид снимаем. Накид располагаем за петелькой. Лицевая. И так вяжем до конца этого ряда. Считайте ряды. Всего мы будем вязать 49 рядов.
мы подходим к концу первого ряда. Последняя петелька у нас будет лицевая. Вот она. Провязываем ее и встречаемся с нашим маркером. Маркер перекидываем на правую спицу и начинаем вязать второй ряд. Первая петелька у нас была накид, и затем мы снимали петлю. Та петля, которая с накидом, мы провязываем вместе изнаночной. Это второй ряд. Второй и все четные ряды будут вязаться аналогично. Итак, мы провязываем, получается, вот у нас был накид и петелька, мы ее провязываем изнаночной. Заводим спицу, провязываем. Следующую петлю снимаем снова с накидом. Накид на левую спицу, просто снимаем. Накид за петлей. Следующую снова провязываем накид и петельку изнаночной. Следующую просто снимаем с накидом. Дальше снова изнаночной. Следующую снимаем с накидом. Накид и петлю провязываем изнаночной. Следующую снимаем с накидом. И так далее. Вяжем до конца этого второго ряда. Закончили второй ряд. Второй ряд у нас заканчивается снятой петлей с накидом. Перекидываем маркер на правую спицу. И сейчас начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду петли с накидами мы будем уже провязывать лицевыми. Первая петелька у нас была провязанная. Вот она, мы ее видим. Здесь дальше шел накид. Поэтому петелька, которая провязана была в предыдущем ряду, ее мы просто снимаем снова с накидом. Делаем накид и снимаем. Дальше у нас идет, мы видим накид и лицевая петля. Поэтому эти две петли мы провязываем лицевой за переднюю стенку. Дальше снова делаем накид и снимаем следующую петельку. Третий ряд и все нечетные ряды будут также вязаться аналогично вот этому третьему ряду. Накид, провязываем лицевую с накидом. Снимаем петельку с накидом. Следующая, которая была с накидом в предыдущем ряду, провязываем лицевой. Накид снимаем. Следующую провязываем лицевой, то есть следующие две петельки. Снимаем. Накид и следующую петельку провязываем лицевой. Таким образом довязываем третий ряд до конца.
Провязали 3 ряда и приступаем к вязанию 4-го. Снова перекидываем маркер на правую спицу и видим, здесь у нас первая петелька, это накид и изнаночная, поэтому мы ее провязываем, эти 2 петли, точнее, их провязываем изнаночной. Там, где у вас соединение рядов, старайтесь здесь как бы петельки затягивать, чтобы вот этот вот переход не был свободным и был незаметен. Дальше у нас идет лицевая одиночная петля, поэтому мы делаем накид и просто ее снимаем. Дальше снова вижу накид и изнаночную. Значит, провязываю эти 2 петельки изнаночной. Дальше 1 лицевая, ее мы снимаем с накидом. Дальше снова изнаночная и накид, их провязываем изнаночной. 1 лицевая, ее снимаем с накидом. Снова накид и изнаночная провязываем изнаночной. 1 лицевую снимаем с накидом. И так далее. Это у нас 4-й ряд. 2-й ряд был точно такой же. И все четные ряды будут точно так же все провязаны. Сейчас я довяжу 4-й ряд, потом еще раз вам покажу все-таки 5-й, чтобы закрепить то, как вяжутся нечетные ряды. И дальше вы будете вязать самостоятельно на нужную вам длину шапки или высоту шапки. Я вот в той шапочке в голубой провязала 49 рядов и 50-й ряд уже убавляла петли, делала убавки. Если вам хочется, чтобы шапочка была немножечко меньше или больше, соответственно, вяжите больше или меньше рядов. Итак, мы с вами заканчиваем 4-й ряд. Он заканчивается накидом и снятой лицевой петлей. Перекидываем маркер и начинаем вязать 5-й ряд. 5-й ряд у нас нечетный, и он начинается с одиночной изнаночной петли. Поэтому мы ее снимаем с накидом. Следующую петельку, лицевая у нас и перед ней накид, мы провязываем лицевой. Вот видите, они немножечко бывает, что путаются, вот эти вот петельки, накиды с провязанными, поэтому следите, пожалуйста, за этим внимательно, не путайтесь. Здесь у нас изнаночная, мы ее снимаем с накидом. Дальше накид и лицевая, провязываем лицевой. И так далее вяжем до конца 5-й ряд. И довязали до конца 5-й ряд. Петельки не теряйте. Вот здесь в 6-м ряду у нас начинается ряд с накида. Аккуратно, не теряйте петельки. Перекидываем маркер и вяжем дальше. Таким образом, вам нужно связать всего в общей сложности 49 рядов для того, чтобы получить вот такую вот величину шапки. Если вы хотите шапку вязать без отворота, наверное, даже можно уложиться в один моточек, тогда провязывайте меньшее количество рядов. Все, давайте сейчас свяжем оставшиеся ряды. Всего мы провязали, напомню, 5 рядов вместе. Еще вам осталось провязать 44 ряда. И встретимся. Будем убавлять петельки в конце шапочки, вязать макушку и уже ее заканчивать.
Итак, я провязала 27 рядов, остановилась на 28 ряду, и у меня закончилась нить. Сейчас мы с вами будем ее соединять. Второй моточек я скатала в клубок. И давайте посмотрим, что из себя представляет эта пряжа. Это шнурочек, связанный вот таким вот образом. Если потянуть за ниточку, он распускается. Сейчас нам нужно немножечко распустить один и второй конец. Вот таким вот образом. С помощью этой ниточки мы будем сшивать два конца. Для этого нам нужна будет игла с широким ушком. Вставляем нитку в иголку. Теперь смотрим. Вот у нас петелька, из которой выходит наша нитка. Для начала нужно пропустить иглу с ниткой вот в эту петельку, из которой исходит рабочая нить. Пропускаем изнутри шнурочка наружу и подтягиваем эту петельку вот таким образом. Дальше берем второй конец, который нам нужно присоединить, и здесь вводим иглу с ниткой сначала как бы спереди вовнутрь, да, снаружи вовнутрь в одну петельку, следующую петельку изнутри наружу вот таким образом и подтягиваем. Дальше на первом шнурочке заводим иголку с ниткой в петельку, из которой у нас уже выходит ниточка, заводим снаружи вовнутрь и подхватываем следующую петельку на шнурочке, свободную, изнутри наружу, вот таким образом. Снова подтягиваем. Дальше переходим на этот шнурочек, на левый. Петелька, которая у нас выходит, которую мы провязывали до этого, вводим в нее иглу снаружи вовнутрь, в следующую петельку, изнутри наружу. Идем снова к следующему шнурочку, к следующему концу. Делаем то же самое. Петелька, которую мы до этого провязывали, захватывали, здесь ее берем снаружи вовнутрь, следующую петельку изнутри наружу. Затягиваем. Идем дальше. На этом конце шнурочка снова входим в петельку, которую уже провязывали, снаружи вовнутрь. Здесь следующую петельку, можно ее распустить вот так. Следующую петельку изнутри наружу. Подтягиваем ниточки. Идем дальше. Переходим на этот шнурочек. Снова петельку, которую уже провязывали, заходим снаружи вовнутрь. Здесь осталась петелька. Выходим изнутри наружу. Подтягиваем. И теперь здесь сшиваем вот это вот отверстие. Смотрим. Вот у нас петелька, из которой, которую мы подхватывали. Подхватим ее
И следующую. И в эту сторону еще раз сделаем. Подхватываем здесь петельку и следующую. Все, мы с вами сшили 2 конца шнура. И таким образом можно сшивать абсолютно любой шнур. Теперь нам осталось вот эти вот кончики спрятать внутри шнура. Уводим вовнутрь. И здесь ниточку обрезаем. То же самое делаем со вторым кончиком. Уводим его по шнуру в другую сторону. Аккуратненько внутри шнурочка пропускаем. Пропустили, лишнее отрезаем. Все подтягиваем. И можно продолжать вязать дальше. Давайте довяжем оставшиеся ряды. И будем уже нашу шапочку убавлять и закрывать. Я провязала 49 рядов. И на данном этапе шапочка получается примерно 32-33 сантиметра в высоту. Дальше нам остается только стянуть нашу макушку, сделать убавки, стянуть и закончить шапочку. Последний ряд, 49-й, у меня был лицевой. Я провязывала лицевые петельки. Поэтому в этом ряду, в следующем, в 50-м, мы будем провязывать изнаночную с накидом изнаночной, лицевую провязывать лицевой. Снова изнаночную с накидом изнаночной, лицевую провязываем лицевой. То есть здесь уже в этом ряду, в 50-м, накид мы делать не будем. Итак, первую петельку у нас здесь накид и изнаночная. Провязываем изнаночной. Следующую петлю провязываем лицевой за переднюю стенку. Дальше накид и изнаночную провязываем изнаночной. Лицевую провязываем лицевой. Для того, чтобы у нас вот эти вот косички лицевые, они продолжались. Если у вас, например, этот ряд будет не изнаночным, а лицевым, тогда вы должны будете провязывать лицевую с накидом лицевой, а изнаночную просто изнаночной, уже не делая накиды. И таким образом довязываем этот 50-й ряд до конца. Провязали. И теперь нам осталось только стянуть макушку. Если вы хотите, чтобы шапочка у вас была здесь более острая, чтобы макушка у нее была более острая, тогда провяжите еще один ряд. Провязывая 2 петельки, изнаночную, лицевую, лицевой. Вот так вот, по 2, делая убавки. Если нравится такая макушка, более такая воздушная, тогда останавливаемся на этом. И сейчас будем стягивать ее. Маркер убираем, нитку обрезаем. Это можно сделать с помощью крючка, либо с помощью иглы.
Я не взяла иглу для трикотажной пряжи, поэтому буду делать с помощью крючка. То есть вот этот вот хвостик нам нужно просто пропустить через все петельки, снимая их со спицы. Пропускаем через все петли. И последние петельки пропускаем внутрь ниточку через последние петельки. Спицы соскочили уже, но ничего страшного. И теперь просто макушку стягиваем. Стягиваем, стараемся стянуть так, чтобы отверстие вот это было минимальным. Теперь его можно еще прошить стежками. Можно это сделать с помощью иглы для трикотажной пряжи, можно крючком. Вот спрятали отверстие, и теперь эту ниточку нужно вывести наизнанку. Этот хвостик. Поправим макушечку. Теперь нам осталось только лишь спрятать кончики. Выворачиваем шапочку наизнанку. Здесь можно этот хвостик дополнительно закрепить на узелок. Теперь его обрезаем. И распускаем. Прятать хвостик будем тем же способом, как мы соединяли нити, две нити между собой. Итак, ниточку вводим в иглу. Заходим изнутри наружу в петельку, из которой выходит у нас рабочая нить. Подтягиваем эту петельку. Дальше прикрепляемся к шапочке. Выбираем петельку и прикрепляемся.
Теперь иглой снова заходим в петельку, уже провязанную на кончике, спереди назад, как бы снаружи вовнутрь. И идем в следующую петельку изнутри наружу. Подтягиваем, снова прикрепляемся к петельке на шапочке. Идем спереди назад, снаружи вовнутрь в петельку, которая уже была провязана, и в следующую изнутри наружу прикрепляемся. Снова прикрепляемся к шапочке. Теперь в эту же петельку провязанную снаружи вовнутрь, следующую петельку на кончике изнутри наружу. Прикрепились. Снова петелька на шапочке. И последний стежок прикрепляемся к петелькам на кончике. Вот таким образом мы с вами закрепили первый кончик. Здесь можно сделать узелочек. И пропустить нитку внутри шнура. Теперь нам нужно то же самое сделать с кончиком, который у нас остался в самом начале. Шапочку вывернем. И так как у нас шапочка будет с отворотом, мы с вами делаем отворот. И этот кончик нам нужно вывести, получается, вот сюда, на изнанку. Вывели. Можно его немножечко обрезать, чтобы он был покороче. Аккуратно распускаем. И делаем все то же самое, что мы с вами делали на макушке. Пришиваем кончик и прячем ниточку. Все, мы спрятали кончики, и наша шапочка готова. Вот такая вот она объемная, теплая получилась. За счет того, что в составе мериносовая шерсть, за счет широкого отворота, вам будет этой зимой очень тепло. Этот цвет пряжи называется пыльная роза. А вот эта шапочка, которую я вам показывала, связана из цвета топаз. Тоже очень красивый такой серо-голубой цвет. На этом мой видеоурок окончен. Вяжите себе на радость и на здоровье.